Маленькая Вета, чтобы ее никто не заметил, потихоньку наблюдала за тем, как отец заводит в ее маленькую комнатушку пожилую женщину. Женщина была низкого роста и вся в морщинах. «Да, мама, здесь, конечно, не так просторно, как у тебя, но остальные условия значительно лучше. Отопление центральное, вода сама льется, никуда ходить и таскать ее не надо, туалет теплый. А когда мы твой домишко продадим и купим себе квартирку побольше, то и у тебя места будет много. Выделим тебе персональную комнату». «Ой, а что ж такая кроватка-то маленькая?» Голос старушки был чуть слышный, но очень добрый. «Даже я со своим ростом на нее не помещусь». «А, это ветки, внучки твоей. Ты не бойся, мы тебе с мальчишками другую кровать принесем, побольше». «Так ведь совсем места не останется». «А что ты, бегать-прыгать тут хочешь? Чай не ребенок», — добродушно засмеялся отец. «Ничего, как-нибудь поместитесь». «А ветка это...» «Да», — голос отца вдруг стал жестким. «Дочь Полины». «И твоя», — мягко поправила старушка, ничуть не испугавшись грозного голоса сына, и добавила: «Царствие небесного Полечки». Вета интуитивно перекрестилась. Мама была очень красивой и очень доброй. Она сильно любила свою дочку Виталину, которую назвала в честь любимой героини одного из романов, которые читала запоями. Вета помнила, как мама радовалась, когда приходил ее любимый, отец Виталины, Петр. Папа тоже всегда был добрый и веселый, дарил Вете игрушки и сажал на коленки. Но в один день все это рухнуло. Мама не проснулась. Вета не понимала, что происходит, почему все плачут и жалеют ее, почему папа ходит чернее тучи и не обращает на нее внимания. Страшное слово «померла», которое произносил почти каждый заходивший к ним домой, преследовало Виталину, хоть она и не понимала, что оно значит. Затем они долго ехали с отцом на его машине. Он молчал и не отвечал на ее вопросы. Наконец не выдержал, остановился. «Нет больше мамы, Вет, и не будет. Будешь жить со мной и моей семьей. У тебя есть еще 2 брата». Вета немного успокоилась, но когда они вошли в квартиру к отцу, их встретил пронзительный вопль какой-то всклокоченной женщины. «Нафига мне твой выродок? Нагулял? Сам и занимайся ей. Нечего вешать на меня своего...» Вета стояла, вжавшись в стену. Она закрыла уши ладонями. На крики вышли 2 мальчишки, погодки, лет 12. Они недобро уставились на девочку. «Эй, ты кто?» – спросил один из них. «Что за чучело?» А второй просто взял, подошел и отобрал у нее сумку. Расстегнув ее, он вывалил содержимое на пол. «Так, что тут у нас? Фу, тряпье какое-то. Ты его на помойке собрала, что ли?» Он начал топтать вещи девочки ногами. Вета закричала. На крик прибежали отец с орущей женщиной. «Вот, пожалуйста», — снова заверещала баба. Не успела зайти в дом, сразу скандал устроила. «Что ты орешь, нагуленная?» Вета перевела испуганные, с накатившимися слезами глазенки на отца. Тот, оценив обстановку, холодно бросил: «Марш в комнату! А ты, — обратился он к Вете, — иди за мной». Девочка послушно последовала за отцом. Вслед им неслось шипение женщины. «Вета!» Они вошли в крохотную комнатушку с маленьким оконцем, служившую раньше, видимо, кладовой. «Так получилось, что твоя мама умерла. Ты будешь жить со мной и моей семьей. Эта женщина — моя жена. Зовут ее Елена. А мальчики — сыновья, Рома и Коля. Постарайся найти с ними общий язык». Отец оставил ее, но ненадолго. Вскоре он принес маленькую старенькую кровать и такую же тумбочку. «Располагайся». Жизнь Веты кардинально изменилась. Как она ни старалась, семья отца так ее и не приняла. Тетя Лена при виде девочки начинала злиться и кричать, что посадили ей на шею нагуленного ребенка. Мальчишки старались как можно больнее ущипнуть или стукнуть девочку.
Вскоре Вета поняла, что ей лучше не выходить из своего угла, пока кто-то есть дома. Она все дни сидела в своей комнатушке и играла старой куклой, все, что осталось у нее от прошлой жизни. Иногда мальчишки заходили к ней и начинали издеваться, но после того, как их заметил отец и всыпал хорошего ремня, мальчишки не подходили к ее двери. Зато по полной отрывались, когда она вынуждена была выходить из своего убежища, в туалет, умыться или покушать. Кормили ее тоже не со всеми вместе и не тем, чем остальных. Вета чувствовала запах блинчиков, готовящихся на завтрак, но сама получала геркулесовую кашу на воде и пустой суп. Лишь иногда отец украдкой давал ей пару конфет. Вета мечтала побыстрее пойти в школу, чтобы хоть с кем-то пообщаться и найти друзей. Но до школы было еще очень долго. И вот эта бабушка, ее новая соседка. Вета забилась в угол своей кроватки и потихоньку наблюдала, как устраивается бабулька, как отец с мальчишками втискивает в ее каморку старенький диван и небольшой шкаф. После всех установок в комнате совсем не осталось места для каких-либо передвижений. «Ну что, давай знакомиться», – произнесла старушка, усевшись на диван. «Я тетя Клава, мама твоего папы. Стало быть, бабушка, можешь так и называть». «Вета, Виталина», – тихо проговорила девочка. Она не хотела общаться с этой бабулькой, не верила, что та может быть к ней доброй. Как бы то ни было, но они подружились. Сроднило их то, что их обеих семейство отца ненавидело. Правда, в глаза тете Клаве свои претензии никто не высказывал, но Вета слышала, как тетя Лена шипела, что отец подбросил на ее голову еще и безумную старуху, а мальчишки старались как-нибудь навредить бабушке. То очки у нее стащат и разобьют, то чай прольют, то в тапки кнопок насыплют. Правда, ела старушка вместе со всеми, на кухне, и это ее очень удивляло. «Петь, а что ж веточку-то вы за стол не садите?» – спросила она, когда заметила, что девочка питается у себя в комнате. «Так места нет», – ответила за сына жена. «Да как же нет-то? Вон, я могу пододвинуться, мальчики». «Еще чего!» – скривился бойкий Роман. «Не хватало еще всяких подкидышей за стол сажать». «Да что ж ты такое говоришь?» – ахнула бабушка Клава. «Ведь она ж сестренка твоя, родная». «Петя!» – заголосила Елена. «Будь любезен, поговори со своей мамой. Это не ее дело, как мы воспитываем девчонку». «Мам!» – начал Петр, но она его перебила. «Я смотрю, Веточка у вас тут как звереныш живет. Вы ее и кормите соответственно. А в чем виноват ребенок? В том, что ты от жены загулял? Хотя я теперь понимаю, почему». «Петр!» – завизжала Елена. Мужчина снова попытался что-то сказать матери, но та подняла руку. «Я поняла. Не хочу больше с вами сидеть за одним столом». Клавдия поднялась и направилась вон из кухни. Обернувшись, добавила: «Бессовестные». Ночью Вета тихонько, чтобы никого не разбудить, кралась в туалет. Она знала, что если ее кто-нибудь услышит, не сдобровать. Отец спит крепко и не услышит, как ее втихаря будут лупить. Внезапно она услышала страстный шепот Елены. «Петя, когда ты дом продашь? Сил моих нет. Мало того, что своего выродка притащил, так еще свою безумную мать на меня повесил. А о детях ты подумал? О своих законных детях? Как им жить в такой атмосфере?» «Я что, виноват, что к нотариусу запись?» Услышала девочка ответ отца. «Сейчас оформим доверенность, и все, можно продавать. И отправь, пожалуйста, свою маму куда-нибудь». «Куда? Я обещал, что она будет жить с нами». «Только через мой труп. Ты-то все дни на работе, а я вынуждена терпеть все это. Отправь ее в дом престарелых». «Ну хорошо, решим этот вопрос. И с девчонкой нужно что-то решать. Не место ей с нами. Хоть и дочь она тебе, а, видимо, в мать пошла. Какая-то дикая. Может, у нее психическая болезнь.
Откуда ты знаешь? Ты же не постоянно был с ними. Ладно. Слышно было по голосу, что отец засыпает. Забыв про туалет, Вета бросилась назад к себе в каморку. Бабуль, баба Клава!» Громко зашептала она, расталкивая спящую старушку. Та испуганно открыла глаза и села. «Что случилось? Раз ты меня впервые назвала бабушкой, значит что-то серьезное. Они хотят тебя в дом старых. Твой дом продадут, деньги заберут, а тебя туда, в общем», путаясь в словах, зашептала девочка. «Вот как? А ты откуда узнала?» Поинтересовалась старушка, строго глядя на нее. Вета испугалась, что сейчас получит за то, что подслушивала, и заплакала. Клавдия тоже испугалась. «Ну ладно, ладно, что ты? Я ведь так, не бойся. Подслушала?» Девочка кивнула. «Ну и молодец. Спасибо, буду знать. А теперь ложись, поспи». Утром Вета проснулась от воплей. Орала Елена, называя всех плохими словами и кляня, на чем свет стоит, Клавдию, а та спокойно складывала в матерчатую сумку свою одежду и говорила: «Вам от меня только деньги были нужны, а меня хотели выбросить за ненужностью. Не бывать этому». Увидев, что Виталина проснулась, Клавдия задумчиво поглядела на девочку и вдруг скомандовала: «А ну, собирайся, Веточка, со мной поедешь». Девочка не заставила себя ждать, быстро начала собирать свои нехитрые пожитки. В квартиру ворвался вызванный с работы Петр. «Мама, что происходит? Куда ты собираешься?» Увидев полностью одетую дочь, он закричал на нее: «А ты куда намылилась?» «Она поедет со мной», — твердо произнесла Клавдия. «В деревню. Я не позволю издеваться над ребенком. А будешь сопротивляться, позвоню Саше и все про тебя расскажу». Александр был младшим братом Петра и, вдобавок ко всему, хорошим юристом. Петр его побаивался. Он замолчал и уселся на стул. Клавдия, взяв за руку девочку, поковыляла к двери. Обернувшись, укоризненно покачала головой. Бессовестные. Виталина вышла на крылечко позвать загулявшую кошку Мурку. Вот уже полгода она жила у бабушки Клавы и во всем старалась ей помогать. Бабушка была очень добрая и вкусно пекла блины. «Мурка, Мурка, ну куда ты опять убежала? У тебя котятки скоро появятся, а ты все гуляешь». К дому подрулила огромная красивая машина. Из нее вышел молодой мужчина и красивая женщина. Они посмотрели на Вету, которая внимательно их изучала, и весело спросили: «Эй, принцесса, не знаешь, хозяева дома?» «Ну, я хозяйка», — отважно сообщила девочка. «Что нужно?» «А бабушка Клава случайно не с тобой живет, хозяйка?» Мужчина подошел и достал из сумки, которую держал в руке, шоколадку. Протянул ее Вете. «С ней!» — послышался радостный голос бабушки. «Сашенька, Аленка, как я рада! Проходите!» «Пошли, хозяйка!» Мужчина, которого бабушка назвала Сашенькой, весело подмигнул Вете. Через несколько минут все пили чай с красивым и вкусным тортом, привезенным гостями, и весело болтали. Сашенька оказался младшим сыном бабушки Клавы, а Аленка – его женой. Вечером Вета пошла показывать Алене деревню, а Александр уселся на крыльце рядом с матерью. «Кто это?» – кивнул он вслед Виталине. Клавдия все ему рассказала. Мужчина покачал головой. «Никогда мне не нравилась эта Ленка, злая, алчная, и мальчишек такими же воспитала». «Ну, а ваш Костик как?» – спохватилась бабуля. «Хорошо. Вот отправили в лагерь, а сами решили к тебе на недельку. Ты не против?» «Да что ты такое говоришь, сынок?» Всю неделю Вета была на вершине блаженства. Ее тетя и дядя не отходили от нее ни на шаг. Они вместе ходили в лес, на речку, в сельский магазин, где Виталине скупались все сладости, которые она видела. Но подходил день расставания. Вете было очень грустно прощаться с новыми родственниками. «Вы ведь еще приедете?» – спрашивала она поочередно,
то Александра, то Алену. «Конечно, принцесса», — улыбался мужчина и брал ее на руки, а Алена целовала ее в щеку. В последний вечер, когда девочка уже уснула, вся троица сидела за столом и тихо шепталась. «Вы уверены?» – озабоченно спрашивала Клавдия. «Я не хочу, чтобы ребенок опять страдал». «Мам, ну ты что? Мы очень полюбили ее, особенно Алена. Да и Костя будет счастлив иметь маленькую сестренку. Но смотрите, если что, лучше вертайте ее назад, ко мне». Утром Вета проснулась от того, что кто-то на нее смотрит. «Дядь Саш, ты чего?» – удивилась она. «Да мы тут с тетей Аленой подумали, а может, ты к нам в гости хочешь?» Вета растерянно замерла. «А как же бабушка Клава?» «А она тебя подождет. Да и некогда ей, Мурка скоро окатится». «Ой, а можно?» «Нужно». Прошло 2 года. «Бабушка, ура, каникулы! Мы с Костей едем к тебе на все лето!» Оглушительно кричала в трубку Виталина. «Ты рада?» «Конечно же!» – смеялась Клавдия, отодвигая трубку от уха. «Родителей-то возьмете?» «Нет, мы сами, большие уже». Клавдия положила трубку и прослезилась. Уехав от нее 2 года назад, Веточка так и не вернулась. Сын с невесткой ее удочерили, и она приезжала к ней только на праздники и каникулы. Девочка очень сильно полюбила свою новую семью, и они отвечали ей полной взаимностью. Клавдия смахнула слезу и поспешила на кухню. Ставить тесто на пироги надо, ведь Костя и Вета их очень любят. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.